Слава Украине, перед всем от Полонского. Ребята, сейчас заканчиваются выборы в Румынии и в Польше, которые крайне важны для нас. Скажем так, по Польше пока результатов нет, будут после 10 вечера, я их трогать не буду. Но там, скажем так, там с большой долей вероятности можно говорить о том, что прозападный кандидат победит. Вот, пока не трогаем. Но вот Румыния, тут интересно, тут есть два человека. Один там категорически подходит, это Нику Шордан, это мэр Бухареста и, собственно говоря, проевропейский, проукраинский лидер и так далее. Второй это Джорджо Симеон, это товарищ, хотел сказать путинский шпион, ну не будем так называть, назовем просто пророссийский, что ли, кандидат, как-то так. Антиукраинский однозначно, антиевропейский однозначно. В первом туре победил как раз вот этот вот Симеон, но дело в том, что практически все то есть он там добрал 41%. Но большая часть, скажем так, тех избирателей, которая проголосовала за всех остальных кандидатов, они настроены как раз против этого Симеона. Поэтому у Никушора Дана появились хорошие шансы. Но румынские комментаторы оценивают, что он может победить вот этого самого Симеона в случае, если на избирательные участки придет 65% избирателей, либо больше. Так это получается. Почему? Потому что в этом случае больше проголосуют в городах больших, типа Бухареста, Констанцы. А там в основном голосуют как раз за Дана. Что же, если брать села, а также диаспору, там больше голосуют за как раз Симеона. Если брать Молдову, а там по-моему, проголосовало еще час назад или 2 часа назад более 150 тысяч человек, имеющих румынское гражданство, там подавляющее большинство за проевропейского кандидата Никушора Дана. Да, то есть, к чему я веду? Сейчас выборы там заканчиваются, но в больших городах, где очень много избирателей, до сих пор очереди перед некоторыми избирательными участками, и людям дадут возможность проголосовать все, кто сейчас стоит на улице и не смог зайти до 9 вечера, чтобы отдать свой голос, им вроде как дают проголосовать до 12 ночи. Ну, такая есть информация у меня, по крайней мере. Это крайне важно. Почему? Потому что в городах все-таки... В селах там моментально проголосовали, сколько там? Там небольшие участки с небольшим количеством людей. А вот в городах действительно там может на участок прийти 20 тысяч человек, и они просто физически не успевают. Соответственно, чтобы им дать возможность каким-то образом проголосовать на этих участках, продлят эту возможность. Вот. В настоящее время проголосовало там 64,7, по-моему, процента от избирателей, и очереди еще большие стоят. Соответственно, скажем так, что определенные шансы у Никушора Дана, у проевропейского, проукраинского кандидата есть. Экзит-полы как раз показывают победу именно Никушора Дана. То есть там 2 экзит-пола уже есть, которые в Румынии проведены. Один показывает 54 на 45, что-то такое. Второй приблизительно то же самое, но это без учета голосов диаспоры. А вот в диаспоре как раз больше имеет Симеон. Вот, поэтому говорить, что однозначно победить Никушор Дан никоим образом невозможно. Пока что все в подвешенном состоянии. И, скажем так, придется еще некоторое время подождать. Качели там те еще. Вот. Но, скажем так, что у проевропейского кандидата есть все шансы, если все-таки дадут проголосовать в городах тем людям, которые сейчас там стоят, точнее, в очередях перед избирательными участками.